Здравствуйте! Во многих своих видео я не раз упоминал о соревнованиях на призы клуба служебного собаководства «Каскад». Думаю, пришло время более подробно рассказать о том, какой смысл вкладывался в проведение соревнований, аналогов которым в мире кинологии не было по сей день. Идея проведения соревнований заключалась в том, чтобы показать, куда зашло служебное собаководство после распада системы ДОСААФ в службах, где фундаментом является противостояние собаки с человеком. После распада Советского Союза все кинологические организации постсоветского пространства постепенно отодвинули в сторону методики, которые были разработаны кинологами Советского Союза, а на замену им были взяты методики обучения собак по принципам европейских нормативов. Здесь стоит сказать, что еще в 80-е годы в системе ДОСААФ находились разного рода специалисты, которые пропагандировали принципы кинологии Западной Европы, но таких специалистов в те времена исключали из руководства клубов ДОСААФ в связи с их профессиональной непригодностью. Но после распада Советского Союза, как это ни странно, но именно эти горе-специалисты и повылазили как грибы после дождя со своими новаторскими европейскими идеями. И, к сожалению, для служебного собаководства они заняли руководящие посты в кинологических организациях, представлявших ФЦИ и ИСФАУ, которые впоследствии монополизировали кинологию стран бывшего СССР. И все было бы неплохо, если бы они говорили правду о том, что их направление – это развлекательное собаководство, включающее в себя шоу-выставки, которые по сути своей являются просто конкурсами красоты, и спортивные нормативы, которые дают возможность кинологам состязаться в искусстве дрессировки. При этом нужно было провести четкую черту, обозначив, что оба эти направления абсолютно не имеют ничего общего с подготовкой собак для применения в охранной, защитной и караульной службах. Но правда не входила в планы ФЦИ и ИСФАУ, потому что страны бывшего Советского Союза ими рассматривались как территории для расширения своего бизнеса и для продажи своих собак, амуниции и прочей продукции людям, проживающим на этих территориях. Эти организации в страны бывшего СССР принесли готовую схему бизнеса, а тех кинологов, которые первыми побежали к ним на поклон, они сделали своими представителями. Задача которых была в том, чтобы неокрепшие в кинологии умы превращать в своих адептов, которые должны были, закрыв глаза, поверить им, что их видение экстерьера собак единственное правильное, что их методики дрессировки – это панацея от всех бед, и что их организации единственно профессиональные во всем мире. Только вот руководство ФЦИ и ИСФАУ не учли того, что если кто-то на практике захочет жестко и по-честному проверить всю их распиаренную систему на принадлежность к служебному собаководству, то вся она рухнет как карточный домик. Что и произошло на соревнованиях на призы клуба «Каскад». Инструментом, который развалил карточный домик ФЦИ и ИСФАУ, стала соревновательная программа, в которую была включена проверка собаки на умение держать удар. Причем, учитывая требования к служебным собакам времен СССР, это был детский уровень проверки. Вот так впервые в истории кинологии в 2010 году появился профессиональный спорт с собаками. Никогда ни в одной стране не проводились подобного рода соревнования. Как бы ни развивалась кинология в будущем, но истоки профессионального спорта с собаками навсегда будут принадлежать турнирам на призы клуба «Каскад». Главное отличие профессионального спорта от любительского в том, что профессионалы выходят на старт для того, чтобы бороться за денежные призы. Чемпион главного турнира на призы клуба «Каскад» мог заработать $10 000. Также денежные призы получали участники, которые занимали места со 2 по 5 включительно. При этом были еще и отдельные денежные призы, как в послушании, так и в защите. Проводился главный турнир один раз в год. Чтобы попасть на главный турнир, необходимо было пройти испытания на предшествующих ему отборочных соревнованиях. На них также разыгрывались денежные призы, которые получали участники, занявшие с 1 по 3 места, где победитель получал приз $2000. Раз в году также проводились соревнования под названием Кубок Ассоциации «Каскад». Это мероприятие носило характер популяризации соревнований, и требования к участникам были максимально лояльны. На этих соревнованиях использовался мягкий стек,
и давалась возможность поучаствовать в прямом смысле слова школьникам со своими собаками. Или спортсменам, которые по тем или иным причинам не смогли себя проявить на основных турнирах. Несмотря на это, на этом мероприятии также разыгрывались денежные призы. Именно денежное вознаграждение и стало тем магнитом, который притянул для участия в соревнованиях всех лучших инструкторов службы собак, дрессировщиков и спортсменов разных нормативов. Начиная с первого же турнира, соревнования имели статус международные. Вы только вдумайтесь, в один день на старт вышли несколько спортсменов по ИПО, чемпионы Украины и России по ЗКС и прочим программам, офицеры-кинологи разного рода войск, от старшего лейтенанта до полковника. Среди них 2 офицера антитеррористической группы «Альфа», которые на тот момент служили со своими собаками и выполняли боевые задачи. Были также действующие офицеры внутренних войск, пограничных войск, милиции, представители вневедомственной охраны и различных охранных объединений. Все они в один день вышли со своими собаками на старт. Ни на одних соревнованиях не было такого слияния лучших представителей разных школ дрессировки. Все они пробовали свои силы на турнирах Каскада. Сейчас я кратко расскажу о самой программе соревнований. Норматив включал в себя 2 раздела – послушание и защита. Послушание проходило в квадрате 25 на 25 метров. Ничего необычного в этом разделе не было. Общепринятый набор навыков. Движение рядом с различными усложнениями в виде смены темпа и поворотами в движении и на месте. Выполнение навыков сидеть, лежать, стоять, которое должно было быть продемонстрировано как подачей команд голосом, так и жестом. Такие навыки, как апортировка, подзыв к хозяину и возвращение на место, не были исключением и также выполнялись в 2 вариантах. В первом команда подавалась голосом, а во втором жестом. Раздел «Защита» состоял из 4 упражнений. Первое упражнение – отражение собакой нападения условного злоумышленника из-за укрытия. Во время борьбы по спине собаки наносился один максимально сильный удар стеком. Второе упражнение – отражение нападения на проводника. Собака, которая находится на выдержке, должна без команды сама атаковать условного злоумышленника при первой же провокации. В этом упражнении также наносился один сильный удар по собаке. Третье упражнение – задержание убегающего злоумышленника, во время которого производилось 6 выстрелов, 3 до того, как собака произведет захват, и 3 во время борьбы с условным злоумышленником. Четвертое упражнение – лобовая атака, при которой до входа в захват и после производились крики на собаку, а также во время борьбы по спине собаки наносились 4 сильных удара. После борьба продолжалась в положении стоя и лежа. При этом в обоих положениях условный злоумышленник по 30 секунд был полностью пассивен и не делал никаких движений. Общая длительность борьбы в этом упражнении составляла 3 минуты. Каждое из 4 упражнений заканчивалось подзывом собаки по команде проводника. Честно сказать, в качестве упражнений для соревновательной программы можно было выбрать любые навыки, они были абсолютно не принципиальны. Главное это то, что в сам норматив нужно было включить проверку на умение собаки держать удар. В качестве такой проверки была взята самая простая армейская схема времен СССР, которая называется 6+3. В отдельном видео я подробно расскажу об этой схеме. Учитывая реалии современной кинологии, не было никаких сомнений, что для того, чтобы вскрыть всю иллюзию принципов ФЦИ и СФАУ, вполне хватит всего-навсего 6 ударов стеком и 3 минут непрерывной борьбы. Итак, первый турнир. 30 октября 2010 года. К тому времени кинология, изнеженная за последние 20 лет европейскими принципами дрессировки, шоу-выставками и мягкими спортивными нормативами, Мондио-ринг, КНПВ, ИПО и им подобным, не привыкла к такому жесткому приему. Люди, увидев, как разного рода чемпионы начинают бежать сломя голову от условного злоумышленника, были просто в шоке. Многие начали возмущаться, что это чуть ли не какой-то норматив садизма. И это при том, что на первом турнире по собаке наносили всего лишь 3 удара в последнем упражнении. Не может быть, чтобы все собаки срывались подряд. Все подряд! Мне пришлось остановить выступление и объяснять всем присутствующим, что нет в этих ударах ничего страшного, а также пригласить любых желающих
поработать с собаками каскада в любой манере. Представляете, насколько поменялось понимание служебного собаководства всего лишь за 20 лет? От понимания настоящей работы служебной собаки не осталось и следа. Люди забыли, что вся суть и красота работы собаки в защите – это демонстрация ее несгибаемого характера, а не красивые прыжки и разного рода эффектные движения. Соревнования каскада сразу же вскрыли всю фальшивую сущность такого направления, как немецкие овчарки шоу-разведения. Представители этих линий бежали, сломя голову от условного злоумышленника, зачастую еще не успевшего оказать какое-то серьезное давление на собаку. Здесь стоит сказать, что за всю пятилетнюю историю проведения соревнований лишь единицы из представителей шоу-разведения показали достойное сопротивление противнику. И это при том, что давление на собаку в противостоянии с условным злоумышленником было просто детской забавой. Исключением не были и другие породы. Черные терьеры, восточноевропейские овчарки, американские бульдоги, доберманы, разные разновидности бельгийских овчарок, немецкие овчарки рабочего разведения и прочие один за другим отказывались от борьбы с условным злоумышленником. С особым рвением взялись за завоевание денежных призов спортсмены с породой малинуа. Некоторые из них еще до выхода на старт говорили «готовьте деньги». Малинуа чемпионы своих стран по разным нормативам, в родословных которых были неоднократные чемпионы мира по европейским программам, так и не смогли показать тот уровень, который они показывают на спортивных рингах. За всю историю соревнований каскада так ни одна малинуа и не вошла в пятерку победителей на главных турнирах. И это при том, что малинуа, участвовавших в соревнованиях, готовили настоящие профессионалы. Очень качественные выступления в разделе послушания показали спортсмены ИПО, или как сейчас эту программу называют IGP. Те требования, которые присущи в работе собак по их нормативу, сделали свое дело. В послушании спортсменам ИПО не было равных. Чего не скажешь о разделе защита. Тут за редким исключением у спортсменов разных рингов был полный провал. Казалось бы, каких-то 6 ударов и непрерывная длительность борьбы 3 минуты, и вся эта простая программа стала непреодолимой для большинства чемпионов разных рингов. Вот вы представьте, выходит на старт чемпион своей страны по ИПО, который на тот момент показал лучший результат сборной своей страны за все чемпионаты мира, и его собака отказывается от борьбы с условным злоумышленником. Или выходит спортсмен с собакой, которая является чемпионом своей страны по защитно-караульной службе, и она убегает от нескольких ударов. Или спортсмен норматива Мондио Ринг, который в последующем станет чемпионом мира этого норматива, и такой же результат. Его собака не выдерживает давления и убегает. Понимаете, о чем я? На соревнования каскада приезжали не случайные люди, а все те, у кого уже был большой опыт участия в соревнованиях. А ведь кроме знаменитых спортсменов, которые выходили на старт, были еще и более весомые фигуры из мира ИПО и других рингов. Просто они не захотели лично выступить со своими собаками, опасаясь неудачного результата. Но они готовили собак на соревнования каскада. И собаки, ими подготовленные, также убегали, не выдерживая давления. Это говорило о том, что спортсмены европейских рингов совершенно не понимают критерии и методики раскрытия такого качества, как твердость характера. А это гуру спортивной дрессировки, на которых сегодня молится весь мир спорта стран бывшего СССР. Считая их лучшими, они проводят семинары и воспитали целые поколения спортсменов. Я ввиду этических норм не называю их имена. Да и важна сама суть, а не фамилии. А теперь самое главное, что я хочу до вас донести. Давление на собаку со стороны условного злоумышленника в соревновательной программе каскада было просто детским садом. И если этого детского сада хватило, чтобы 90% чемпионов разбежались кто куда, то о каком уровне современной кинологии мы вообще можем говорить? Конечно же, на соревнованиях каскада были собаки, которые показали прекрасные выступления, но их было очень мало. Да и радоваться тому, что 10% участников прошли норматив, а 90% убежали, как-то несерьезно. Уверяю вас на все 100%, если бы в соревновательную программу была включена хотя бы 10-я часть того давления на собаку, каким оно должно быть, то за 5 лет соревнований эту программу прошли бы собаки, которых можно было бы пересчитать на пальцах одной руки. Теперь я хочу упомянуть еще об одном моменте.
Я как основатель клуба «Каскад» и организатор соревнований не мог себе позволить того, чтобы собаки разведения «Каскада» принимали участие в борьбе за денежные призы. Думаю, вы понимаете, что это повлекло бы за собой разные разговоры, что я сделал соревнования под своих собак. Поэтому, чтобы сделать соревнования абсолютно честными, и чтобы никто не сказал, что собак других участников ломали, чтобы побеждали мои, было принято решение, что собаки «Каскада» в них участие принимать не будут. Поэтому мне было абсолютно все равно, кто станет победителем. А собакам «Каскада» в соревнованиях отводилась совершенно другая роль. Задумка была следующей. На главных турнирах перед разделом «Защита» собаки «Каскада» показывали всем присутствующим то, какой должна быть настоящая немецкая овчарка, как в принципе и любая другая служебная порода. Для этого приглашались любые 5 человек из присутствующих, будь то спортсмены или дрессировщики, приехавшие на соревнования, или же просто зрители. Им предлагалось надеть защитный костюм и поработать с собаками «Каскада». При этом им разрешалось неограниченное количество ударов, захватов, всевозможных ухищрений, но просто все, что придет в голову, без всяких ограничений. И мало того, на всех 5 участников пускалась одна и та же собака. Это было сделано также для того, чтобы все участники соревнований и зрители могли увидеть, что сам норматив соревнований по своей жесткости был детским садом по сравнению с нагрузкой, которую должна проходить служебная собака в разделе «Защита». Но повторюсь, никогда собаки разведения «Каскада» не принимали участие в борьбе за денежные призы. Единственное это то, что давалась возможность поучаствовать в соревнованиях тем людям, которые приходили в дрессировочный центр клуба «Каскад» и занимались со своими собаками. Это были не профессионалы, а обычные люди, которые занимались со своими питомцами как любители, и их собаки не имели никакого отношения к племенному разведению немецких овчарок клуба «Каскад». При этом на дрессировочную площадку клуба приезжали готовиться к соревнованиям представители разных команд. Понимаете, о чем речь? Эти соревнования были абсолютно открытым мероприятием, в котором в честной борьбе мог победить любой. Основная цель была вскрыть всю иллюзию, в которую попало служебное собаководство после распада системы ДОСААФ. Соревнования «Каскада» открыли глаза на многие моменты даже искушенным в дрессировке кинологам. Им пришлось переосмыслить свои принципы в подготовке защитных собак. Но главное достижение турниров – это то, что простые зрители могли увидеть то, что называется голую правду своими глазами, и задуматься над тем, какой должна быть служебная собака. Как бы ни скрежетали зубами всякие недоброжелатели, но соревнований подобным турнирам «Каскада» не было и нет по сегодняшний день. И игнорировать опыт этих соревнований глупо и непрофессионально. Они дали ответы на многие вопросы, вскрыв плачевное состояние современной кинологии. Поэтому соревнования «Каскада» – это была кость в горле для бизнеса ФЦИ и СФАУ. На заседаниях Президиума Кинологического союза Украины поднимался вопрос о том, что если члены КСУ будут принимать участие в соревнованиях «Каскада», то они будут наказаны, вплоть до исключения из членов организации. Еще один момент, который необходимо понимать. Это то, что соревновательная программа «Каскада» – это такой же спортивный норматив, как и все ныне действующие. Он был собран из тех же механизмов, как ИПО, Мондио и прочие ринги, с одной лишь разницей. В него был включен механизм, когда собака должна терпеть боль от сильного удара. Но это такой же спорт, такая же игра, только жесткая. Просто на этапе 2010-2014 годов это был инструмент, с помощью которого можно было дать объективную оценку всему спортивному течению, так как представители всех рингов участвовали в турнирах «Каскада». С помощью этих соревнований было показано то, что принципы спорта не могут быть критериями служебного собаководства, и то, что спорт необходимо отнести к развлекательному собаководству. Причем это было показано с добавлением к спортивным навыкам только лишь одного механизма – умение держать удар. А есть еще и более важные механизмы – проверка степени проявления боевого инстинкта, проверка мужества, недоверие к постороннему, тесты на злобу, а все это полностью отсутствует в спорте. Ведь если чемпионы спортивных рингов, лучшие их представители, не смогли пройти детской нагрузки на твердость характера, то это значит, что все эти нормативы не могут быть взяты за ориентиры проверки рабочих качеств служебных пород собак. В идеале
после распада Советского Союза нужно было сохранить ДОСААФ и выводить его на новый уровень, а спорт и шоу должны были развиваться параллельно, при этом объясняя людям суть этих направлений, и тогда каждый выбирал бы, каким направлением ему заниматься. А вместо этого вся система ДОСААФа была полностью поломана, и ее заменили принципами ФЦИ и СФАУ, завуалировав настоящую сущность этих организаций. Вот правды ради, задайте себе вопрос, какое количество спортсменов IGP в каждой стране бывшего Советского Союза? Единицы. В большинстве стран их не наберется и 50 человек. А сколько желающих участвовать на шоу-выставках? Их также единицы. А сколько обычных людей, у которых нет времени заниматься спортом или шоу, они хотят получить ответ на простой вопрос: где приобрести и обучить собаку для настоящей охраны и защиты? Таких людей миллионы. И сколько еще мир современной кинологии будет за нос водить этих людей? Сколько еще заводчики шоу собак будут врать, что их собаки могут нести защитную, караульную и им подобные службы? Сколько еще спортсмены IGP, КНПВ и прочих рингов будут рассказывать сказки о том, что их нормативы можно принимать как тестирование для племенной работы защитных и охранных собак? Монополизация кинологии в странах бывшего СССР со стороны ФЦИ и СФАУ привела к тому, что неудел остались те представители кинологии, которых принято называть прикладниками. И на сегодняшний день у представителей прикладной дрессировки нет ни организации, объединяющей это направление, ни прикладных нормативов, ни соревнований. И единственное, почему они еще на плаву, так это то, что население стран бывшего СССР в большинстве своем хотят настоящих защитных и охранных собак, поэтому и востребованы их услуги. Здесь нужно понимать, что в сфере услуг ФЦИ и СФАУ даже нет такого рода деятельности, как обучение собак защитной, охранной, караульной и им подобным службам. У них нет такой услуги, как обучение собаки настоящему противостоянию с человеком. А исходя из этого, они совсем не занимаются развитием методик для охраны и защиты. Они не создают амуницию и оборудование для натаски в этих службах. А самое главное, они вообще не готовят специалистов для обучения собак для этих служб. И племенным разведением охранных и защитных собак ФЦИ и СФАУ также абсолютно не занимаются. Но при этом они красиво рассказывают сказки о защитных собаках, подкрепляя их иллюзией борьбы, которую показывают на шоу-выставках и спортивных соревнованиях. Я хочу сконцентрировать ваше внимание на нескольких моментах, на которых паразитируют ФЦИ и СФАУ, и этими моментами они вводят в заблуждение неопытных в кинологии людей. Члены этих организаций постоянно говорят о том, что у них есть по-настоящему сильные и жесткие собаки. Да, они есть, но это целиком и полностью частная заслуга отдельно взятых заводчиков, а не системы отбора ФЦИ и СФАУ, в которой даже нет тестов для такого отбора. Вся европейская система уничтожает по-настоящему жестких собак, и доказательство этому лежит на поверхности. Спортивный норматив IGP и его младший брат ТСБ являются пропуском в племенное разведение для немецких овчарок шоу-линий. И если бы с помощью IGP и ТСБ можно было бы отбирать собак с твердым характером, то подавляющее большинство собак шоу-разведения были бы жесткими и смелыми. А по факту мы видим все с точностью наоборот. За очень редким исключением все собаки шоу-разведения мягкие и трусливые. Получается, что ФЦИ и СФАУ, отбирая десятилетиями немецких овчарок шоу-разведения при помощи спортивного норматива IGP, пришли к тому, что все это направление сплошной брак для защитной, караульной и им подобным службам. То есть налицо тот факт, что при помощи IGP отобрать жестких и смелых собак просто невозможно. А если родится какой-нибудь уникум в шоу-разведении 1 на 1000, то это просто исключение из правил. Потому что, как правило, собаки шоу-разведения совсем не обладают ни боевым инстинктом, ни твердостью характера, ни мужеством, прописанными в стандарте. Это же касается и немецких овчарок рабочего разведения. Просто они более мотивированы в игре, чем шоу-собаки, как сейчас говорят, задобыченные. В рабочем разведении есть очень сильные и жесткие собаки, но, повторюсь, это целиком и полностью частная заслуга отдельно взятых заводчиков,
которые жестко тестируют своих собак в проверке на твердость характера. Но эти тесты ничего общего не имеют с принципами спорта. При этом даже в рабочем разведении считанные единицы заводчиков, которые проводят тесты на боевой инстинкт. Поэтому немецких овчарок, полностью соответствующих стандарту породы, очень мало. Также касаемо и других пород собак. Только благодаря частной инициативе заводчиков, преданных той или иной породе, мы еще можем увидеть настоящих служебных собак разных пород. И это опять же благодаря тому, что такие заводчики не придерживаются правил племенного допуска ИФЦИ и СФАУ. Следующий момент. Всякого рода аргументы, что собаки после подготовки по спортивным методикам успешно работают в армии и полиции. Это чистой воды манипуляция, потому что фундаментом качественной работы собаки в реальных условиях является ее генетика. И сильная от природы собака может вступить в противостояние с противником, демонстрируя в боевых условиях совершенно другое поведение, чем то, что отрабатывалось на занятиях. И к тому же нельзя брать за критерии оценки качества собаки те случаи, когда собака обезвредила какого-то преступника. Ввиду разных причин, начиная с того, что задержанный преступник мог просто панически бояться собаку и не оказать ей должного сопротивления, и заканчивая тем, что на службе собаке помогают как ее проводник, так и вся оперативная группа. В армии и полиции никто не оставит собаку один на один с опасностью, поэтому качество собаки определяется только в процессе ее тестирования кинологами-профессионалами и никак не иначе. Еще и еще раз повторюсь, спорт – это прекрасное направление. Единственный негативный момент заключается в том, что ИФЦИ и СФАУ преподносят его людям, не разбирающимся в кинологии, как основы отбора и подготовки защитных и охранных собак, привлекая для этого неокрепшие умы молодого поколения кинологов, которые впоследствии, приняв для себя за основы сказки ИФЦИ и СФАУ, отстаивают принципы этих организаций. Но тут стоит сказать, что молодое поколение кинологов не виновато в том, что их так научили. Им не дали альтернативу, не показали, что кроме спорта есть еще и другой мир кинологии, в котором готовят настоящих охранных и защитных собак. И ответственность за это лежит на кинологах моего поколения, выходцах из системы ДОСААФ. Это мы позволили ИФЦИ и СФАУ безнаказанно 30 лет ломать наше служебное собаководство. А теперь, чтобы восстановить его, нужно время, а самое главное – желание. При этом всю суть и красоту настоящей работы собак в службах, где основа является противостояние с человеком, молодому поколению нужно показать на практике, а не рассуждая в теории. Словами мы ничего не поменяем. Так мы не достучимся до современной кинологии, она нас просто вышвырнет на свалку истории. И если быть честными, то нужно признать, что миру спорта есть что показать, и свои заявленные цели они постоянно подтверждают, имея при этом четко сформулированные программы и принципы подготовки, а в отличие от спорта, прикладная дрессировка в том виде, в котором мы ее имеем сейчас, это размытое направление. Каждый, как говорится, танцует так, как ему вздумается, и как в таком случае можно что-то противопоставить спортсменам. Да они как отдельное направление в кинологии на несколько голов выше сегодняшней прикладной дрессировки. У спортсменов все по полочкам и аргументировано, с единым сводом принципов и правил своего направления. А у тех, кто называет себя прикладниками, нет ни четких целей и задач, ни мероприятий их объединяющих, даже нет единого понимания, какую работу должна показывать настоящая защитная и охранная собака. И это очень печально. Ведь среди представителей прикладной дрессировки есть масса талантливых кинологов. У многих есть огромный опыт боевого применения служебных собак. И очень важно, чтобы знания и опыт таких кинологов нашли свое отображение в современном служебном собаководстве, которое необходимо восстанавливать. Поэтому для начала представителям прикладной дрессировки нужно навести порядок в своем доме и оставить бесполезные споры, которые всегда спортсменами сводятся к тому, что методики спорта – это единственно правильный путь в подготовке собак. И ввиду этого большинство приверженцев спортивных рингов смотрятся как сектанты-кинологи, руками которых ИФЦИ и СФАУ борются за сферу влияния своего бизнеса. Современное поколение кинологов – это те, которые то, что называется, повелись на внешний эффект,
которым целиком и полностью пропитана европейская кинология. В большинстве своем молодые специалисты совершенно не понимают внутреннего состояния настоящей рабочей собаки. Для тех, кто побывал на соревнованиях каскада, аура эффектного восприятия кинологии исчезла навсегда. И люди вспомнили, что цель ДОСААФа была в том, чтобы каждый человек мог себе приобрести верного и надежного друга, который мог защитить при необходимости. В каждом дворе были собаки, о которых можно было сказать, это служебная порода собак. А сейчас такие собаки большая редкость. При этом я не даю оценку, какой эпохи собаки лучше или хуже. Я хочу подчеркнуть, что это абсолютно разные собаки по набору своих рабочих качеств. Во времена ДОСААФа большинство собак было со злобой и недоверием к посторонним. А эти качества сейчас не прививают современным собакам, а наоборот искореняют. По-простому говоря, собаки служебных пород времен ДОСААФа предназначались для всех людей в качестве защитников и охранников, а современные собаки этих же пород больше подходят для спорта и активного отдыха. Вот и вся разница. При этом кинологам-выходцам из системы ДОСААФ нужно не забывать, что успехи служебного собаководства тех времен – это не нашего поколения заслуга. ДОСААФ – это детище наших отцов и дедов, а мы вместо того, чтобы идти вперед и вывести служебное собаководство на новый уровень, наоборот, все растеряли, позволив поломать то, что строилось долгие годы. Безусловно, единственный путь прогресса в кинологии – это мирное сосуществование всех ныне имеющихся направлений и обмен опытом между ними. Но главное, чтобы мы в этом мирном сосуществовании до конца не потеряли настоящее служебное собаководство. Сейчас от спортсменов исходит такое мнение, что методики времен СССР – это ненужное старье. Я хочу спросить у тех, кто так рассуждает, как поменялись принципы натаски норных собак за последние 40 лет? Ответ очевиден – никак. А знаете почему? Потому что все лучшие методики в этом направлении уже давно выведены. И также и с натаской собак в защитной, охранной и им подобным службам. Все лучшие методики были выведены в Германии и в Советском Союзе еще много десятилетий назад. А вот то, что за последние десятилетия спортивные методики шагнули далеко вперед, это факт. Но они ничего общего не имеют с натаской собак для настоящей защитной и охранной служб. Многие кинологи, занимаясь прикладной дрессировкой, используют в ней методики разных рингов, думая при этом, что они занимаются подготовкой собак для противостояния с человеком. Но это заблуждение. Если вы занимаетесь отработкой различных навыков в защитном костюме или рукаве, то можно сказать, что вы также занимаетесь спортом, только своим, который вы для себя придумали. Потому что если вы занимаетесь обучением собак для охранной, караульной и им подобным службам, то это работа с механизмом, в которой основой является боевой инстинкт, и работа на костюм тут ни при чем. Как вы думаете, у создателя породы немецкая овчарка, барона фон Книге, был защитный костюм в конце 19 века? Или у Никиты Федоровича Карацупы был эпошный рукав в 30-х годах 20 века? Конечно же нет. А вот собаки, идеально работающие в противостоянии с врагом, были. Для натаски собак для противостояния с человеком костюмы и рукава не нужны. Здесь работают другие принципы. Всю спортивную амуницию можно успешно использовать в тестировании племенных собак или в показательных выступлениях на выставках. Но если мы говорим о прикладном аспекте, то всей этой амуниции там не место. Я обязательно сделаю видео, в котором расскажу о разного рода амуниции. Вы будете очень сильно удивлены, когда узнаете, для чего вообще создавался защитный костюм и для решения каких задач его использовали военные кинологи первой половины 20 века, и о том, как выставки и спорт поменяли целевое назначение защитного костюма. Но главная проблема современного служебного собаководства не в амуниции и даже не в методиках. Главная проблема в том, что собак, готовых проходить жесткие испытания, единицы. И мы опять приходим к тому, что все сводится к заводчикам. Потому что дрессировщики могут себе нафантазировать любые нормативы, но чтобы их воплотить в жизнь, всем направлениям нужны собаки с сильным характером. Не будет талантливых от рождения собак, не помогут никакие методики. Поэтому для того, чтобы вывести служебное собаководство на должный уровень,
необходимо возрождать культуру племенного разведения собак служебных пород. Именно она и является фундаментом. А для этого служебному собаководству, кроме соответствующего тестирования, нужны нормативы и соревнования, которые подчеркнули бы фундамент защитно-караульной службы, боевой инстинкт, а также такие качества, как твердость характера и мужество. И тут нужно отметить, что такие соревнования – это смертный приговор для сказок ФЦИ и СФАУ. Такие мероприятия навсегда похоронят ложь о том, что принципы племенного разведения и подготовки собак этих организаций предназначены для защитной, караульной, охранной и им подобным службам. И я вам больше скажу, и ФЦИ и СФАУ боятся как огня того момента, когда проснется служебное собаководство стран бывшего СССР. А знаете почему? Потому что у всех этих европейских кинологических организаций для борьбы за статус лучших в защитной, караульной и им подобным службам абсолютно нет никаких шансов. Они вообще нам не конкуренты. У них для этого нет инструментов. Им запретили использовать удары и сильное давление, им нельзя разводить собак для борьбы с человеком. И они, как настоящие профессионалы, это прекрасно понимают. И боятся того момента, когда служебное собаководство стран бывшего СССР разумно использует все свои преимущества. Тем более, что в массовости своей люди, проживающие в этих странах, хотят не спортивных и шоу-собак, которых им продают под видом служебных, а настоящих, охранных и защитных. Поэтому те, кто заинтересован возродить служебное собаководство, должны объединить свои усилия и вывести единую систему тестирования и подготовки защитных и охранных собак, разработать соревновательную программу, которая даст возможность отбирать лучших представителей. И тут стоит сказать, что создать и реализовать соревновательную программу для прикладного направления гораздо проще, чем для спорта, и при этом она будет намного интереснее и привлекательнее для зрителей. Поэтому при правильном подходе служебное собаководство стран бывшего Советского Союза в службах, где фундаментом является противостояние собаки с человеком, уйдет далеко вперед от мягкой кинологии Европы. Было бы желание. А споры со спортсменами, они бесполезны. Это же понятно, они как адепты ФЦИ и СФАУ, даже не осознавая этого, будут защищать бизнес своих хозяев. Они любой спор с прикладниками будут перетягивать на свое поле, приводя аргументы на основе работы собак в спортивных рингах. Уважаемые прикладники, перестаньте вы наконец-то спорить с представителями бесконтактных видов спорта. Зовите их на свое поле, в бои без правил, в настоящую драку, где нужно уметь терпеть боль и проявлять твердый характер. И на этом все споры закончатся. Занимайтесь работой с боевым инстинктом, твердостью характера и мужеством, а работу с тряпками оставьте спортсменам. Ведь любой здравомыслящий человек понимает, что если из бокса убрать удары, он перестанет быть боксом, он превратится в бесконтактный танец. А в кинологии бесконтактные танцы – это все спортивные ринги, IGP, КНПВ, Мондио и прочие им подобные. И можете даже и не сомневаться, что та часть почитателей этих рингов, которая является здравомыслящими людьми, они и сами прекрасно это понимают. Поэтому если каждый кинолог, который заинтересован в возрождении служебного собаководства, возьмет за руководство максимально жесткие методы разведения и натаски охранных и защитных собак, то это и будет самый важный шаг к тому, чтобы кинологию вывести на максимально качественный уровень, с четкой классификацией и разделением каждого из направлений. С вами был Петручок Владимир. Всего вам доброго. До новых встреч!